Привет, мои дорогие. Конечно, не очень радостная новость для украинцев, потому что их ждет на самом деле черная зима. Об этом говорят эксперты украинские в энергетике, что действительно ждет. Пообщавшись с искусственным интеллектом, не который там дает прогнозы, а который собирает данные, он сказал, что около 70% энергогенерирующих там ТЭЦов, ГЭСов, ГРЭСов и так далее, все перебито. Перебито. И сегодня также была новость, уже вчера, можно так сказать, о том, что уже начали бить по Ровенским, не самим АЭС, а именно по этим не генераторам, вы поняли, да, по подстанциям, от которых уже расходится все. Ну и Сибига тоже говорил об этом, то, что уже начали туда бить, но он истерику начал там проводить, не проводить, а кричать, короче, истерить, как обычно. Ну, дело не в нем. Дело в том, что там у нас Бурштинская, Ладыжинская и другие там есть их. Там тоже их немного на самом деле. Гидроэлектростанций маленьких, плюс какие-то котельни, плюс такое там, те, кто еще оставались в этом не в современном, да, то есть не в центральных отопительных, да, как вот раньше при Советском Союзе делали, а еще в старых, где еще работают там на угле, то там еще как-то могут они прожить. Но большая часть, особенно новострои, там не последних лет, потому что последние уже там новострои, проекты, которые они уже рассчитывали полностью на себя, как и энергогенерацию, да, так и вот мы в Одессе, в Кадории жили, в Аркадии, там у них и есть свой резервуар с водой на случай отключения, свое газовое, да, там отопление, ну и плюс свое электричество вырабатывалось. То есть и то это не на постоянно, все это зависело, пока там ремонтные работы какие-то шли или что-то еще, чтобы дома продолжали в резерве быть каком-то, но не в постоянном, дорогие мои. Я хочу начать эти новости с инсайдов, да, которые со слухов, которые происходят, и немножечко разберем, да, интересные слухи. Сейчас вот разберем. Просто давайте так прочитаю вам, чтобы первое свое как бы восприятие этого ощущения и реакцию почувствовали на это, а потом разберем по деталям. По данным осведомленных источников, Виктор Медведчук в частном порядке обратился к Владимиру Путину с просьбой приостановить удары по объектам украинской энергетики. По словам собеседников, разговор состоялся вчера утром и носил негласный гуманитарный характер. Медведчук, который по-прежнему поддерживает контакты с рядом российских структур, выразил мнение, что нынешняя тактика бьет не по регионам. Он подчеркнул, что основную тяжесть отключения несут русскоязычные области центра, востока и юга Украины, где население изначально было более лояльно к Москве. Ну, оно и сейчас лояльно, не более, оно сейчас более лояльно, чем в самом начале. Сегодня будет еще один интересный материал. В то время как запад страны, имеется в виду, вы поняли, да, получающие электроэнергию из Польши и ЕС, фактически не ощущают последствий атак. Ничего. Я же говорю, ничего. Там экономический успех за счет разрушения Восточной, Южной и Северной и Центральной Украины тоже придет к какому-то логическому завершению. По словам источников, Медведчук назвал такие удары стратегической ошибкой, отмечая, что они лишь усиливают внутреннюю консолидацию вокруг Киева, и я не думаю, и превращают русскоязычное население в жертв обеих сторон. В его логике бить по Харькову, Одессе значит терять остатки симпатий. А эффект от обесточивания западных областей при этом остается нулевым. В Москве к обращению, по словам, опять же, тех же инсайдеров, отнеслись сдержанно, но сам факт этой инициативы вызвал заметное раздражение у части силовых структур, которые считают Медведчука потерянной фигурой. Тем не менее, его слова могут иметь воздействие на Путина. Не могут. Мы не будем разбирать вообще вот в данной ситуации фигуру Медведчука, мы просто должны поднять его историю. Это украинский олигарх. Какого-то там ранга, размера и так далее. И он не сжигал мосты с другими украинскими олигархами, у которых есть
свой интерес в электростанциях, можно так сказать. Понимаете? То есть украинские олигархи, в том числе и Ахметов, делают посыл Медведчуку. Медведчук идет к Путину, даже если это соответствует действительности. И говорит, что, опять же, у Медведчука язык подвешен, вы все прекрасно знаете. Я имею в виду украинцы. Вы знаете это. Но это также касается россиян. Мы сейчас реверснем это для того, чтобы вы понимали. И убеждает Путина, что русскоязычное население в Украине пересмотрит свою позицию. Я хочу сказать одну интересную вещь. Когда начиналась вся эта кампания военная, Медведчук рассказывал опять же Путину, и он один из тех, кто обманул Путина, да, можно так сказать, что российские войска будут ждать с хлебом солью. А ждали со стингерами, с джавелинами, энлавами, и стреляли там из любой дырки, которую только можно было. То есть я хочу сказать, что этот человек далеко оторван от реальности, особенно сидя там в России, от той, которая происходит непосредственно в самой Украине. И он эту реальность черпает от тех олигархов, которые пытаются, мало того, что он от них черпает, так он еще пытается убедить со своим там красноречием, да, и там гуманитарными соображениями, что не надо это делать, потому что страдают украинцы и так далее. А теперь мне вопрос, а почему же Медведчук не обратится к тем же олигархам украинским, которые имеют влияние на Банкову, тот же Ахметов, и не скажет, почему они не прекратили или не прекратят стрелять по ТЭЦ, по нефтяным базам, по заправочным станциям, да и по домам, если он настолько гуманен. Вы что думаете, мы не знаем, что в Белгороде тоже идут отключения? И в этом районе и области? Почему же он не обратится? Почему он с интересом от каких-то кругов олигархических приходит к Путину, но не приходит к олигархическим кругам для того, чтобы они пошли к Зеленскому и прекратили это? Все прекрасно понимают, кроме одного Медведчука, что это идет ответная реакция. Как мы знаем, да, в законе физики любое действие имеет в равной силе противодействие. Вот, пожалуйста. Только оно не может быть равно по сравнению с количеством энерговырабатывающих станций в России с тем, которые находятся в Украине. Их там, если посчитать, там где-то около 20 с чем-то на 22 год, до начала войны. Это имеется в виду ТЭС, ТЭЦ, ГРЭСы, ГЭСы. Ну, ГЭСов там 10. 2 уже вышли из строя, осталось 8. И из 5 атомных электростанций до 22 года работают сейчас 3, которые отбивают постепенно. Но Медведчук не просит украинских олигархов, чтобы они повлияли на Зеленского, чтобы Зеленский перестал заниматься то, на что был наложен внегласный мораторий после 23 года. Это чучело обнулилось при новом президенте, получило от него разрешение бить вглубь России, окрылилось и пошло уничтожать, не глядя на то, что происходит в Украине. Но почему Путин должен смотреть, как его народ сидит без света, мерзнет на действия Зеленского и не реагировать на них? А слушать Медведчука, я уверен, что все россияне думают, да пошел ты нахер, Медведчук, ты кто вообще такой? Ну серьезно. А он должен, Путин, слушать Медведчука для того, чтобы не работать по закону физики. Вот интересно, да, дорогие мои? Даже если это правда, то сам факт того, что, чувак, ты должен работать так, чтобы это касалось обе стороны, а не только одной. Но, и, конечно же, если Медведчук украинский олигарх, то значит у украинского олигарха остались интересы в сфере вот этой же энергетики. Поехали дальше, дорогие мои. У нас тут эвакуация назревает большая. Ну, украинские власти скрывают это все. Ну, вот я вам сейчас переведу, что тут написано. Да, в Украине согласовали обязательную эвакуацию детей с родителями из нескольких населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожских областях, сообщает Минразвития Украины.
список конкретных населенных пунктов не раскрывается. Понимаете? Ну, его и не надо раскрывать, потому что мы и так прекрасно понимаем, где это происходит. Я вам сейчас прочитаю эти населенные пункты и без них. Запорожская область у нас: Успеновка, Гуляйполе, Покровская, не путаем с Покровском, Орехов, Малая Токмачка, Новониколаевка, Ровная, Залезничная, Шахова, Иванополь. Днепропетровская: Никополь, Марганец, Апостолово, Родинская, Новоселовка. Это я предупреждаю. И, конечно, к этому всему у меня есть тоже очень интересное видео. Есть такая там дамочка, ну, у них вообще там есть на Банковой вот эти, знаете, которые подкасты ведут, no name, не знаешь кто, но откуда-то они там вырисовываются из тиктоков, из инстаграмов, ведут какие-то подкасты, какие-то барышни рассказывают, сколько там стоит у кого что сделать, ну, не хочу вдаваться в подробности, и вот там выплывают всякие звезды оттуда, и вы ее знаете, но я не сейчас об этом, я сейчас прочитаю статистику, то, которое происходит сейчас на фронте непосредственно, на Покровском направлении. Потом мы постепенно перейдем уже к этому видео для того, чтобы связать вот это, то, что они называют эвакуацией, еще с кое-чем. Поехали. Российская армия стремится окружить украинские силы в Покровской воронке. На направлении Покровска и Мирнограда положение украинской армии продолжает ухудшаться, а попытки контрнаступления провалились. В Покровске после нескольких неудачных контратак Генштаб отказался вводить резервы в город. Сейчас бои идут уже на северной окраине, а пригород Динас находится под контролем россиян. Бои вплотную приблизились к Ровному. Стремительное продвижение российских войск фактически отрезало украинские подразделения от коридора снабжения через район Родинского. Перешейк почти исчез. Кроме того, россияне прорвались в район Красного Лимана и вошли на северные окраины Мирнограда. Гарнизон украинских сил в городе оказался заблокирован. Украинские военные пытаются использовать дроны, однако отдельные подразделения уже начали сдаваться, осознав неизбежность окружения в агломерации. Северная украинская армия старается удержать позиции в районах Родинского и Сухецкого, однако продвижение остановлено. Российские войска усилили натиск и закрепились на опорных пунктов восточнее Белецкого. Сегодня украинские силы предприняли попытку контратаки в направлении населенного пункта Должное силами пехотной группы при поддержке танка. Контратака была отражена, украинские подразделения отступили, понеся потери в живой силе. Россияне продолжают наступать на Шахово, обходя основные оборонительные позиции и перерезая пути снабжения и эвакуации. Я это прочитал к тому, чтобы мы понимали, что происходит сейчас на фронте. Причем это происходит на растянутом фронте, его продолжают растягивать дальше. Это очень важно для того, чтобы мы также следили, что происходит в западной прессе. Они тоже там паникуют по этому поводу. Уже есть резкие комментарии в отношении Зеленского. Для чего это делается? Сейчас, вот это аналитика одного из милитари украинских каналов, я читаю, для того, чтобы мне никто не клеил, что это какие-то пропагандистские новости и так далее. Это украинский милитари паблик, который пишет о той ситуации, которая происходит. Но я хочу сказать одну интересную вещь. В одном из западном, да, там интервью одного военного, не называется имя журналиста, он рассказывал, что украинцам, то есть логистику-то перерезали, но дроны подвозят там еду, оружие, да, там какие-то боеприпасы, они постоянно туда пролетают и что-то сбрасывают им туда, делают сбросы. Но, говорит, это имеет смысл только когда что-то готовится. То есть, когда их нужно придержать для того, чтобы сделать какую-то позицию, с которой они отойдут на более выгодную, или подождать, когда туда кто-то придет. Ну, для спасения. То есть, держать их можно там, да, они отстреливаются, все, у них там есть боеприпасы, то есть, ну, все сбрасывается через дроны. Можно, но когда есть за этим какой-то логический смысл. Но опять же я скажу, что каждый день там кто-то погибает. Некоторые, как вы видите, сдаются в плен, потому что понимают, что ситуация тупиковая. На отступление не то, что нет команды, у них нету шансов выжить на отступлении, потому что там все перекрыто, все простреливается, килл-зона. И вот тоже задают вопросы западные журналисты, для какой цели это все делается. Ну,
Вы их для чего там держите, поддерживаете? Для того, чтобы они умерли, но не умерли сегодня, завтра, послезавтра, а умерли там в течение 2-3 месяцев, замерзли. Ну хорошо, вы им что, печки будете сбрасывать или что? Туда, чтобы они там грелись один с другим. Сейчас зима на носу, вот она, еще чуть-чуть, 1 месяц. Ну так и ноябрь не теплый на самом деле, это там не Испания на секунду. Поэтому для чего их держат там? Для чего? Вот вопрос. Поехали. В Чехии партия АНО призвали убрать украинские флаги с государственных зданий. Первый заместитель председателя партии Чехии АНО Карела Гавличик заявил, что украинские флаги следует постепенно убрать с государственных зданий. Он и убрал один флаг, но там есть проукраинские эти депутаты, да, которые притащили с собой флаги и повесили туда. Сейчас я вам расскажу одну интересную вещь. Она так пробежала мимо всех. В Польше там 2 события произошло очень интересных. Когда было голосование непосредственно от этого короля, да, который, ну я имею в виду Навроцкий, нового президента, для того, чтобы признали поляки, что Бандера это убийца, да, и все те, кто связаны непосредственно с символикой Бандеры и с его какими-то нарративами, считались бы уголовно наказуемыми. Парламент не поддержал. Это самая большая опасность попасть Украине в Европу. Они научат всю Европу обманывать свой народ. И вот что произошло в Польше. Они подкупили всех депутатов. Они подкупили их. Поляки недалеки от украинцев. То есть от коррупции они там абсолютно недалеки. Они провалили вот этот законопроект, который он туда задвигал. И вот то же самое произошло и в Чехии. Второе, что самое интересное. У Европы начинает бить тревога в том, что поляки уже не поддерживают войну. Точнее, не войну, а украинцев, как жертва этой войны. То есть 94% поляков на начале войны хотели помогать каждому украинцу. 94%. То есть они звали, приезжайте, мы вас здесь заселим, мы вас будем... Упала ниже 50% сейчас. 48% после опроса. То есть 52%, ну там еще другие тревожные сигналы, я вам говорил, их бьют уже украинцы. И кричат: Бандера, иди воюй. Ну типа, что ты здесь делаешь в Польше? И больше я скажу тем, кто там живет, что думает, что они там под защитой. Экстрадиция из Польши может быть просто по причине вождения пьяным за рулем. За любую какую-нибудь админку. И все, в Украину. Не в Германию тебя отправят, не в Латвию, не в Литву, не в Румынию, а в Украину. То есть они подвезут тебя к границе на бусе, высадят и передадут там пограничникам, тебе отдадут тебя в ТЦК. Все. Так что меняется все. Меняется. В Европе и в близких этих братьях. Поехали дальше. Вот я вам сейчас показываю интервью. К сожалению, оно на украинском, но там... Какие-то определенные тезисы понятны, но я в любом случае переведу вам, дорогі мої. Слушаємо. Які знаходяться поруч з місцем перебування росіян, або якщо росіяни наступають, то в них варіант або гинуть від ворожого прильоту, або росіяни потім приходять, стріляють чоловіків. І зачистка йде, зачистку підвалів. Часто таке відбувається. А головне, чого бояться люди, так ТЦК. От у Андрія прямо була така історія, що йому сказали: не будемо виїжджати, боїмося мобілізації. А те, що їх вб'ють і можуть мобілізувати росіяни, то ні. Ну, я думаю, это переводить не стоит. Ну, это и так понятно. То есть, мы до этого читали статью про эвакуацию, да, там из, по-моему, из 10-11 населенных пунктов. Обязательную эвакуацию. Причем они говорят, что это детей надо эвакуировать с их родителями. Понимаете, да? Так вот, она как раз и говорит, что они не хотят туда ехать, потому что там их могут мобилизовать. То есть, людям проще сидеть и даже на какой-то процент получить какой-то, вот как она говорит, да, попасть под российскую сторону, а потом они же там и тоже говорят, вас там впоследствии мобилизуют. Не мобилизуют там.
Не мобилизуют. Вы же даже узнаете просто. Украинцы не будут мобилизовать туда только по той причине, что он может сдать все, что есть. Ну, поэтому его не мобилизуют. Его отправят куда-то там подальше, чтобы он ничего никому не рассказывал, где что. Наоборот, у него опросник ему создадут по поводу, где были какие позиции, кто там был. Да? Все, чтобы он рассказал все это. А они его пугают, что если Россия придет, они его мобилизуют, он будет воевать против украинцев. Этого не будет, это ложь. Это ложь. Но я просто веду к тому, о чем говорит вот эта барышня, что даже зная, что может прилететь к нему там в дом, разбомбить и убить, он все равно готов сидеть, ждать Россию. А теперь сводим опять же это к Медведчуку. Понимаете, да? Который говорит, что симпатии поменяются. Знаете, на каких ключах играет перед Путиным Медведчук? Такая фигура мерзкая очень, на самом деле, кучмовская, на самом деле, также. Только такой, везде умеет пролезть, то есть из Порошенко он там пролез. Ненавижу его. Я уверен, что многие украинцы его ненавидят, и россияне также его ненавидят, дорогие мои. Поехали. Тоже интересная статья, но это заголовок, я вам так скажу. The Independent пишет, что украинская крылатая ракета FP-5 «Фламинго» лучше американских томагавков. «Фламинго» имеет дальность полета до 3000 километров, вдвое больше, чем у американского аналога. Боеголовка ракеты также вдвое мощнее, более тонны взрывчатки. Я вам просто скажу, что даже если Трамп не даст им томагавки, то он даст какие-то технологии, которые они смогут применить. Вот почему пошел откат этих «Фламинго». То есть они сказали, что у них какие-то проблемы на производстве. А на самом деле там просто какие-то инженерные там, переезды с томагавка делают. Понимаете? Для того, чтобы это был томагавк или с частью томагавка, который будет лететь туда. И никто же не скажет, что это томагавки. Но то, что... Ну, это уже потом на сбитой ракете будет видно. Сколько запчастей перекочевало из томагавка. Так что уже начинается это все правительство. Потому что Россия сказала такая, знаете, недосмысленная, типа, только мы увидим вылет томагавка, сразу же полетит туда баллистика вместе уже заряженная с тактикой. Ну и сегодня скандал в BBC был, точнее вчера был скандал в BBC, уволили главного директора британской вещательной компании Тима Дэйви и главу новостного подразделения Дебору Тернес. Они подписали сами, что из-за того фейка, который они сделали против Трампа на предвыборных, ну, во время там, предвыборной кампании, да, вы слышали, да, то есть они взяли материал, при котором Трамп говорит о том, что мы пойдем на Капитолию и будем договариваться с сенаторами и ну, не республиканцами, а вы поняли, там, с депутатами, ну, короче, с этой верхушкой мы будем договариваться. Они сказали, мы пойдем их типа а-ля сожгем их там. Вот после этого полетело. Все. Ну и вот что пишет Дэйви по этому поводу, который уже там подписал и свалил. BBC не идеально, и мы всегда должны были быть открытыми, прозрачными и подточенными. Хотя это и не единственная причина текущей дискуссии вокруг BBC News. По понятным причинам повлияло на мое решение. В целом BBC работает хорошо, но были допущены некоторые ошибки, да, просто дискредитация человека. И как генеральный директор я должен взять на себя окончательную ответственность и уйти. А теперь мы можем для себя поставить отметку, что западные СМИ лгут. Они даже лгут про своих же президентов. Ну, это британская газета, но в любом случае они лгут. Вот и все. То есть, если кто-то хочет в западной газете вычитать какую-то правду, ну, это очень тяжело. Ее нужно будет переводить 200 раз для того, чтобы понять и поверить в это. Ну, и подкатываем уже непосредственно к самому заголовку о черной зиме. Украину ждет черная зима, грядущий сезон, в который даже базовое отопление станет роскошью. Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов признал, что все теплоэлектростанции Центрэнерго остановлены. Баллистические удары и атаки дронов разрушили не только объекты генерации, но и распределительные узлы. Ремонт затруднен, запчастей не хватает. Почасовые отключения света уже стали нормой в ряде регионов, включая Харьковскую, Сумскую, Полтавскую, Одесскую, Николаевскую и ту же Херсонскую
Херсонскую и так далее. За этими цифрами скрывается личная перспектива провести зиму в холоде, когда свет исчезнет на полдня, перестает работать все: отопление, насосы, связь, вода заканчивается, дома остывают за считанные часы. Государство не предлагает решения, а лишь советует искать убежище с автономным отоплением. А оно находится на Западной Украине, дорогие мои. На Западной. Там братцы украинцы, которые всегда тебя похлопают по спинке, когда ты будешь говорить на русском, чему на державной. Вот я сегодня гулял вечером, в городе в Испании, и слышу вот эту вот речь Западной Украины. Такая матерая, не старуха, а вот предстаруха. Да, там не назову, что это бальзаковского возраста, потому что это не относится к этим персоналиям. Вот такое. И здесь она хату сдала, и здесь, в Испании сидит, размовляя щиро украинскую. Поехали. Вот то, что про АЭС. Хмельницкая и Ровенская АЭС были вынуждены снизить выработку электроэнергии после ударов по подстанциям. Это уже Рафаэль Гросси говорит. То есть они уже до него докричались. Сибига, этот хряк сраный, уже докричался до Гросси, чтобы Гросси там остановил всех. Поехали. Гросси, если кто не знает, это начальник МАГАТЭ. Поехали. Сырский. Эту фамилию нужно с двумя «с» писать. Дорогие мои. У ВСУ есть несколько разных планов действий под Покровском, заявил Сырский. Конечно, есть и план «Б», и план «В» для всех вариантов развития событий. Они все, эти варианты, политизированы, дорогие мои. По его словам, россияне собрали в районе Покровска 50 тысяч. Если у них один темник, по которому они говорят, Зеленский же говорит 170, а этот уже 50 тысяч. Кроме того, в Покровск ввели 425-й штурмовой полк, который, по словам Сырского, действует очень эффективно. За это Сырскому можно сказать, я не знаю, какое-то уважение. Врага надо уважать. Они, эти чмобики, шмобики и кто там, у них ничего, их там 60 человек, мы их убиваем и стираем, как говорит Зеленский. В то же время, по его словам, интенсивность атак в Покровске сейчас несколько снизилась, и ситуация контролируема. Я могу сказать вам одну интересную вещь, что россияне прекрасно понимают, как же за годы войны, эта армия сейчас становится номер один. Американская не настолько отточенная, то есть они не пойдут никогда воевать наземную операцию с россиянами. Они побомбят там что-то, и как Трамп скажет, а потом они со сцены будут как Хексит прыгать и рассказывать, что мы в Иране там 14 ракет выпустили, они все попали в цель, и никто об этом не знал. Дональд взял телефон, кому-то позвонил, сказал, будете в ее, мы вас типа тролливали. Вот это война по-американски. А в наземной операции они никакущие. Американцы точно. Там говорили турки, я слышу, как там азербайджанцы прыгают, что-то рассказывают, как они там всех сотрут. Я не советую лично, вот так вот, как они там говорят. Сотрут их тоже быстро очень. Вот там спецназ ГУР, сколько они там выпустили? 7 их? 7. Мы знаем только 2-3, а их 7 было на самом деле. Так вот, я хочу прийти к тому, что я там начитался кучу всего по поводу этого всего. И, я имею в виду по той ситуации, которая в Мирнограде. Они не будут идти в лоб их там расстреливать и убивать. Им они вообще там не нужны, грубо говоря. Они там будут сидеть себе, и оценивать, когда те начнут отступать. Либо пойдут сдаваться, либо пойдут отступать. Вот и все. Будут сдаваться, будут принимать живых. Будет отступать, будет их расстреливать. Но туда никто... там есть какие-то группы, просачиваются в любом случае. Но несут потери. Но в лобовую атаку уже никто не пойдет. В любом смысле. Сейчас главное там их перерезать, отодвинуть туда подальше, шлепать те дроны, которые туда прилетают. И ждать, когда эти ребята выберут один из двух вариантов. То есть пойдут сдаваться или пойдут убегать. Опять же, горловина это закрыта. То есть не те прийти к ним не могут, не эти выйти от них не могут. Там везде киллзона. Поэтому вариантов там немного. Зачем идти туда к ним? Для чего? Какой смысл? Прорываться, убивать, пытаться убить, и быть убитым. Зачем? Нет, не имеет это никакого тактического смысла. То есть военная машина модернизируется. Она модернизируется на оптимизации сил. Понимаете? Потому что, давайте так, это ж
демография, это надо вырастить человека. Надо, чтобы он прошел там все этапы, чтобы он стал человеком и шел родину защищать свою, да, на мотивации, можно так сказать, да, и причем мотивированно еще и быть там и финансово, и знать, что если он погибнет, его семья не останется без компенсации, то есть он же кормчий, если его забирают, то государство компенсирует, и при всем этом ресурс-то жалеет в любом случае, потому что нету там какого-то комбайна по выращиванию, да, военных сразу же. То есть еще до этого технологии не дошли. Поэтому все, конечно же, осторожничают. А когда ты слышишь с украинской стороны, да, там, я смотрю у них статистику, она вернулась к 22 году, где они постоянно говорили, там, убили 1000, там, на следующий день 1500, сбили 60 танков, а ты читаешь статистику, Россия уже танки не выпускает. Ну, туда, я имею в виду, их сжигают. Ну, там делают из них какие-то ежи, но они тоже там недолго участвуют в этом все. Но в любом случае, там 60 танков в день. Ты думаешь, господи, для кого ты это пишешь? Ну да, для западной вот этой вот чухони, которая здесь в Испании сидит, наши подожгли, короче, вы поняли, да, там 60 танков и 1000 русских убили. И это не соответствует действительности, реально не соответствует, потому что я наблюдаю за всем этим, как берегут каждого. Это не какая-то там тыловая крыса, которая даже не... Причем об этом же говорит там и Мучной, и другие говорят, что сидит там какой-то хряк сраный, где-то там не в тылу, а там в прифронтовой зоне, и указывает, кому куда пойти, не зная той ситуации, которая действительно происходит там, там или там. Он просто количество... Те туда, те туда, те туда. Все. Не идешь туда, значит сядешь в тюрьму. Убежал оттуда в тюрьму. И все. То есть с украинской стороны никто никого не бережет. Там только какие-то отдельные командиры, которых впоследствии садят в тюрьму, если они отказываются от продолжения, там, допустим, защищать какую-то позицию, потому что понимают, что их там всех положат. И отдают приказ, чтобы они ушли. То есть командиры, которые непосредственно участвуют в этом. Они куда более осведомлены, те, которые в штабах сидят там и смотрят на карты, а не на те действия, которые там происходят. Как работают операторы дрона, там, за сколько там секунд прилетает, чтобы раз размочить и так далее. Большая разница, большая картина, дорогие мои. Так что, когда ты это читаешь, оно там в голове у тебя не то, что по полочкам складывается, а примерная картина вырисовывается, дорогие мои. Так что так. Окей, я уже второе видео больше 30 минут вам записал. Завтра у меня, точнее сегодня, у меня поездка длинная, так что я буду уже как это, знаете, как корреспондент на выезде с вами, дорогие мои. Уже не смогу, как в студийном звуке, студийным светом, буду с какими-то красотами вам рассказывать о тех новостях. И, как вы понимаете, это будет без... картин. Ну, я буду стараться делать вставки, дорогие мои. Ну, все будет по актуальности новостей. Если нужно, чтобы она быстро вышла, эта новость, не будет вставок. Если нужно, чтобы актуальность не сильно будет теряться, буду делать вставки. Подписываемся, мои дорогие. И я вас всех обнял.